Сапсан – не единственный вид соколов, который мы надеялись найти при планировании экспедиций. Южные тундры Тазовского полуострова казались нам очень подходящим местом для обитания другого сокола – кречета. О нем мы знали очень мало. Самый крупный из всех соколов мировой фауны, самый редкий из арктических соколов и самый ценный для любителей соколиной охоты. Видимо, из-за своей редкости кречет не попадался нам на глаза в первые годы исследований. Оттого желание найти на ямбурском месторождении эту неуловимую птицу только усиливалось и в конце концов превратилось в главную цель наших экспедиций. Мы выбрали это место для начала поисков кречета не случайно. Река Хадуте находится на границе природных зон, предтундровых редколесий и кустарниковых тундр. Кречет – птица открытых местообитаний, однако он не способен, подобно сапсану, гнездиться на земле. И если в горных районах для обустройства гнезда кречеты используют скальные выступы, то в плоских тундрах пригодными для гнездования остаются только деревья, произрастающие вдоль рек. Именно поэтому Хадуте с лентами лиственничных редколесий вдоль ее берегов и окружающими их открытыми тундровыми пространствами была многообещающим местом. Современный ареал кречета ограничен узкой полосой на границе леса и тундры. Но когда-то, многие тысячи лет назад, предки современных кречетов обитали на огромных просторах Евразии от Испании до Берингова пролива, занимая древнюю и ныне почти исчезнувшую экосистему тундростепь. Основой этой экосистемы являлась мамонтовая фауна, в которую кроме мамонта входили северные олени, носороги, бизоны, лошади и питающиеся ими крупные хищники. Этакий северный вариант африканской саванны. Вместе с ними по просторам древней тундростепи кочевали и кречеты. Сезонные миграции совершались вслед за перемещениями куропаток, основной пищи кречетов. С завершением последнего ледникового периода и потеплением климата тундростепь обросла тайгой. Многие животные исчезли, а ареал кречета сместился на север и значительно сузился. В этой узкой полосе леса-тундры мы и ведем наши поиски. Минут и уже первая находка. Все, пойдем. Все, сели? Она не тащится. Все у нас хорошо, работаем. Идем повыше в тундру. Очень мелко идем. Дальше мы по мели пройти не сможем. Для существования и успешного размножения кречета необходимо наличие на территории двух главных ресурсов. Первый из них – пищевой. Спустя тысячелетия гастрономические привычки кречета остались неизменны. Как и прежде, основой его рациона являются белые куропатки. Их присутствие – необходимые условия для поиска самого кречета. В тундрах на берегах Хадуте куропатки встречаются довольно часто. Второй важнейший фактор – это наличие субстрата для гнездования. Соколы не строят гнезд самостоятельно, а занимают постройки других птиц. На севере Западной Сибири, где отсутствуют скальные выходы, это чаще всего старые гнезда орланов и беркутов, расположенные на лиственницах. Это облегчает поиск. Крупные гнезда, как правило, видны издалека.
Осматривать прибрежные леса помогают высокие обрывы. А на низких берегах приходится периодически забираться на деревья. Орлан-белохвост оказался вполне обычным видом на берегах Хадуте. Это подтверждают и жилые гнезда орлана, и его многочисленные пустующие старые постройки. Именно в таких гнездах мы и рассчитывали обнаружить кречета. Однако, несмотря на наличие подходящих условий, поиски сокола здесь не дают результата. Это удивительно еще и потому, что старые литературные сведения указывают на находки гнезд кречета именно на этой реке еще в первой половине XX века. В чем же причина его отсутствия, когда, казалось бы, все условия благоприятствуют его гнездованию? Возможный ответ предложили ученые, изучающие кречета на Ямале уже более 30 лет. За подробными комментариями мы решили обратиться к соавтору гипотезы, орнитологу Светлане Мечниковой. Здравствуйте, Светлана Андреевна. Спасибо, что согласились на этот разговор. Я знаю, что вы уже очень много лет изучаете кречета на юге полуострова Ямал. И в одной из ваших статей вы пишете об очень интересных изменениях в гнездовой экологии кречета, в частности, к переходу его гнездования к более мелких гнездах. Не могли бы вы рассказать об этих изменениях? Кречет на реке Щучьей изучается с конца 70-х годов. Владимир Николаевич Калякин ходил из года в год по одному и тому же маршруту и отмечал все гнезда кречетов, которые он находил. Это в основном были гнезда орлана белохвоста. Большие, крупные. Когда я подключилась к мониторингу, где-то начиная с конца 90-х годов, кречеты стали занимать гнезда ворона, которые значительно меньше. В этих однолетних гнездах, конечно, кречету гнездится менее безопасно, скажем так, потому что эти гнезда просто разрушаются. Мы стали просто замечать, что действительно таких гнезд ворона они стали встречаться чаще, занятые кречетами. По-вашему, какова основная причина вот такого перехода к гнездованию в гнездах ворона? Вот сначала мы подумали, что, может быть, больших гнезд стало меньше, и оказалось, что нет, количество гнезд орлана не уменьшилось, оно примерно остается постоянным. Кречеты все равно их не используют, то есть они стоят пустые. Скорее всего, это связано с климатическими изменениями в Арктике, которые отмечаются всеми, поскольку этот сокол начинает гнездиться очень рано, в апреле месяце, когда еще фактически стоит зима. В последние годы часто бывают оттепели и в осеннее, и в зимнее, и в ранневесеннее время, которые сопровождаются дождем. И это, конечно, способствует тому, что образуется наст, собственно, ледяная корка. И если предположить, что в какие-то годы этот наст, допустим, очень крепкий, то птица весной на больших гнездах диаметром больше метра просто не в состоянии протаять этот огромный пласт слежавшегося снега и льда. И в этом случае, конечно же, птицам легче занять маленькое гнездо с небольшим льдом, которое она в состоянии разгрести или протаять собственным теплом. А как отразилось на успехе размножения переход к гнездованию вот в более мелких гнездах? В мелких гнездах среднее число птенцов, выживших, всегда меньше, потому что они просто-напросто выпадают из этих мелких гнезд. То есть, когда птенцы подрастают, они активно топчутся, гнездо совсем разваливается, и часто под такими гнездами мы находили выпавших птенцов, поскольку на Ямале и много лисиц, и волков, и медведей, то есть шансов таких птенцов почти нет. Вот уже 2 года поисков кречета на Хадуте не дают результата. И мы возвращаемся назад, на ямбурское месторождение. Может быть, требуется больше времени, а может, сокол здесь действительно исчез, а причиной являются климатические изменения. Давно известно, что потепление особенно сильно проявляется в арктической зоне, и через сложную систему взаимосвязей климат может влиять на все компоненты северных экосистем.
Получается, что гнезда кречета надо искать в старых постройках ворона. Но за все время наших поисков в прибрежных лесах мы не видели ни одного гнезда ворона. Все дело в том, что ворон на ямбурском месторождении практически всегда гнездится на действующих антропогенных объектах, там, где осторожный кречет, избегающий близости с человеком, обычно не гнездится. Ворон сам по себе является очень интересным объектом для исследований. Дело в том, что без древесной растительности возможности для гнездования этого вида в тундровой зоне также отсутствуют. Активное освоение полуострова вороном стало возможным только благодаря строительству газопромысловой инфраструктуры. Как очень пластичный вид, он научился гнездиться повсюду – на мостах, газопроводах, опорах линий электропередач, а его численность и гнездовой ареал увеличились. Высокая численность ворона, безусловно, может значительно влиять на обилие многих тундровых видов, так как он является одним из активных разорителей птичьих гнезд. Влияние это еще предстоит оценить. Однако в природе никогда не бывает все просто и однозначно. Ведь именно благодаря ворону мы наконец нашли кречета, там, где его найти не ожидали. В одном из гнезд ворона, которое мы уже не раз отмечали в предыдущие годы исследований, мы с удивлением обнаружили 3 птенцов хищной птицы. Сомнений в том, что это кречет, у нас не было. Соколиный облик молодых птиц, так сильно напоминающих хорошо знакомых нам птенцов сокола-сапсана, не оставлял других вариантов. Но вот поведение взрослых птиц оказалось очень не похоже на то, что мы знали о соколах. Их не было рядом не только во время находки гнезда, но и в последующие визиты в попытках их обнаружить. После нескольких посещений увидеть родителей нам так и не удалось, и мы решаем установить у гнезда фотоловушку. Через пару часов после установки камеры взрослые кречеты все же обнаруживают себя. Сокол осторожно садится на гнездо и с подозрением изучает фотоловушку, а затем начинает кормить птенцов. К счастью, наши опасения о том, что птицы по какой-то причине бросили гнездо, не подтвердились. Такое поведение, когда родители при беспокойстве скрываются и никак себя не проявляют, характерно для некоторых особенно осторожных кречетов. Но как эта мнительная птица, всегда обитающая в диких безлюдных местах, решилась обустроить гнездо здесь, на мосту действующей дороги, где каждый день проезжает не один автомобиль? Для крупных соколов использование человеческих сооружений известно с давних времен. Особенно преуспел в этом сапсан, издавна гнездящийся на соборах и церквях, а теперь и на небоскребах во многих мегаполисах мира. Но для кречета такое поведение является необычным. Возможно, это связано с его узким арктическим ареалом и экологической специализацией. Интересно, что как только человек начал осваивать север, сразу же появились сообщения и о гнездовании кречета на антропогенных сооружениях. На Аляске в середине 20 века зафиксирован не один случай гнездования сокола на золотодобывающих драгах, а в конце 80-х годов там же впервые отмечено гнездование кречета на нефтепроводе. В Большеземельской тундре на севере Европейской России уже давно известно гнездование кречета на старых геодезических вышках. Оказалось, что найденное нами гнездо далеко не первый случай использования кречетом человеческих построек и на севере Западной Сибири. Совсем недавно его гнездование впервые отмечено на мостах железной дороги на полуострове Ямал. И мы снова решили обратиться к ученым, на этот раз к орнитологу, который несколько последних лет изучает это новое явление в экологии кречета. Александр, приветствую. Привет, Сань. Спасибо, что ты нашел время для разговора. Тебе, можно сказать, посчастливилось быть свидетелем и изучать очень интересное явление в жизни кречета на севере Западной Сибири. Я имею в виду
его гнездования на действующих антропогенных объектах. Расскажи, пожалуйста, когда и где это явление впервые наблюдалось и какие интересные результаты получены в ходе ваших исследований? Да, совершенно удивительный феномен. Первая регистрация доказательства гнезда кречета на действующем антропогенном объекте на железнодорожном мосту – это 2016 год и автор находки Сергей Чижик. Кречетиный феномен на мостах – это следствие того, что вороны стали гнездиться на мостах, потому что, как ты знаешь, кречеты гнезда не строят, вороны выступают строителями гнезд, и само проникновение ворона, оно не менее значимо для экосистем ямальских к северу, потому что около 60 построек ворона, и удивительно то, что они растут год от года, происходит дальше, и там мы ведем работу по тому, как сколько лет гнездо живет, они разрушаются, они надстраивают одни и другие, заняты они 2, 3, 5 лет подряд или нет, и так далее, и так далее. За 7 лет непрерывных ежегодных наших наблюдений за кречетами их численность и количество гнезд на мостах растет. Если мы начинали с 3-4 активных гнезд, когда мы видели 5, 6, 7 взрослых птиц, то в этом году, если не ошибаюсь, мы повторили рекорд прошлого года, уже было сразу 12 гнезд, в которых мы зарегистрировали, что туда отложены яйца, и насчитали уже порядка 30 взрослых птиц. И знаем мы до сих пор очень мало. Например, в первую очередь, как ты знаешь, кречет очень тесно связан с куропаткой. У нас нет объяснений тому, почему много лет подряд мы наблюдаем высокую численность куропатки. Вернее, у нас подозрения есть, например, вот это вот банальное потепление из-за кустарника тундры, продвижение кустов дальше к северу. Видимо, какие мы свидетели каких-то серьезных сдвигов. И скажу еще, знаешь, в заключение здесь о том, что мы имеем абсолютно фантастический широтный градиент с этой дорогой. То есть это порядка 400 километров к югу, к северу. Это начинается с кустарниковой тундры и заканчивается почти на границе арктической и типичной тундры. Да? Как там ведет себя куропатка, как они выводятся, фенология какая у них в разные сроки. И ближе к губе, дальше от губы и так далее, и так далее. Такой эксперимент под открытым небом, который создала для нас добывающая компания, мы, конечно, очень счастливы использовать. Счастливы. Принято считать, что кречет – это очень осторожная птица. Как он, по-твоему, смог приспособиться к гнездованию на антропогенных объектах? Что ему помогло? Мне кажется, что мы просто еще в самом начале нашего знания о том, как дикая природа Арктики может приспособиться к резко возросшему присутствию человека здесь. И здесь, когда вот этот «Газпром» появился со своими мостами, я уже часто им повторяю, пора им подавать лицензию или патент, заявлять на то, как разводить самого редкого и самого крупного сокола в мире. Да? Надо построить железную дорогу, они будут там размножаться. И у нас есть любимый сокол, например, Ася, мы дали ей имя. Если мы посещаем гнездо в период насиживания яиц, она просто не встает с яиц и не позволяет проверить, сколько там 1, 2, 3 или 4 яйца, или там маленькие птенчики, просто потихоньку с нами разговаривает, а в этом году уже перья у нее на спине даже не поднимались. У нас есть кречеты, когда мы приходим, они пугаются, слетают с гнезда, но то время, пока мы тратим на установку камеры, они при нас прилетают и снова садятся обратно. Вот много фактов, я говорю о том, что они начинают приспосабливаться. В каком-то смысле это не очень хорошо, потому что мы знаем, что до сих пор есть много нехороших людей, которые усилия свои тратят на то, чтобы нелегально изымать их, и яйца, и взрослых, и птенцов, и слетков. Но здесь это работа определенных служб, и с ней мы тоже в очень тесном контакте, и рады, что есть обратная связь и со службой охраны «Газпрома», и с органами ФСБ, и МВД. Все эти службы, конечно, должны нести, мне кажется, свою такую службу. И мы помогаем им. Своей абсолютной целью считаем просвещение населения, почему это важно, почему это интересно, привлечение внимания. Я очень радуюсь той осторожности при эксплуатации железной дороги. Есть факты разные, конечно, но в массе своей, понимаешь, эти мосты обслуживают специальные бригады людей. Я очень верю в то, что наши вот эти усилия заканчиваются тем, что как замечательно этот дикий кречет живет рядом с человеком и не улетает, позволяет на себя посмотреть. Удивительно, но эта осторожная птица смогла адаптироваться к жизненно действующей железной дороге. Вероятно, кречеты, обнаруженные нами на Ямбурге, это результат расширения ареала ямальской популяции, сформировавший особый гнездовой стереотип поведения, позволяющий успешно размножаться на эксплуатируемых антропогенных объектах. На протяжении 4 лет мы ежегодно посещали гнездо кречета на ямбургском месторождении. И каждый раз неизменно встречали в нем птенцов. Каждый год из гнезда благополучно вылетали молодые птицы. Похоже, что соколам здесь комфортно.
крепкое гнездо, обилие пищи. Однако, сколько бы мы ни пытались найти гнезда кречета на других мостах, это не приносило результата. При этом сами кречеты периодически встречались на разных участках месторождения. Вероятно, все дело в том, что большинство гнезд ворона на мостах и опорах газопроводов в условиях тундры быстро разрушаются и становятся непригодными для заселения соколом. Поэтому нам пришла идея помочь краснокнижному кречету и создать условия для гнездования других пар, обеспечив их надежными гнездовыми конструкциями. Опыт создания искусственных гнезд для кречета в России уже появился. Такой проект был начат на полуострове Ямал более 10 лет назад, уже знакомой нам Светланой Мечниковой. Светлана Андреевна, я знаю, что вы проводите огромную работу по развешиванию искусственных гнезд на реке Щучьей и не только. Не могли бы рассказать подробнее вот об этой работе, когда она началась? Да, значит, мы решили начать этот проект в 2010 году. В 2010 повесили всего 4 искусственных гнездовья. Постепенно мы довели количество этих гнезд около 40, их в общей сложности, деревянные ящики с крышей. Впоследствии мы начали вешать также и открытые гнездовые ящики и платформы. Но это не только ящики, конечно же, самое главное, это, наверное, гнездо, которое должно помещаться в этот ящик. В общем, заселяется в год от 2 до 5 искусственных гнезд. То есть это, если в среднем посчитать, около 10%. То есть кречеты заселяют ящики, не все, но некоторые используются по много лет. С 2019 года получается, что они занимают больше ящиков, чем естественных гнезд на деревьях. Значит, вывод какой, что ящики им эти нравятся, и в какой-то степени, наверное, это, может быть, их стабилизирует популяцию. То есть все-таки стало чуть-чуть как-то стабильнее. И также вы проводили работу аналогичную по развешиванию искусственных гнездовий в тундровой зоне, в открытой. И там гнездовые конструкции были другие. Это не ящики, это обрезанные бочки, которые ставили на столбах, специально вырытых и растянутых на тросах. Последние года 3 мы их просто не проверяли. У меня есть такое предположение, что эти обрезанные бочки все-таки не очень удачная идея, потому что в открытой тундре, где очень сильный ветер и постоянно там поземка зимой, птицам это некомфортно. И, скорее всего, нужно было ставить все-таки искусственные гнезда закрытого типа. То есть, по-видимому, вот эти искусственные гнезда в тундре нужно делать так, чтобы они были закрыты от северо-западного ветра. Либо стенку ставить, либо стенку и крышу. Результаты реализации подобных проектов показывают, что кречеты с охотой заселяют искусственные гнезда. А опыт исследователей и волонтеров в открытых тундрах помогает нам определиться с оптимальной конструкцией гнезда. И этот полевой сезон проходит для нас под знаком кречета. Ведь теперь основная задача – применить все собранные знания для того, чтобы сделать для кречета, насколько это возможно, удобные гнезда в наиболее подходящих местах. Там тоненькие они, опасно. Гнездо готово. Ждем хозяев. Вот, и вовнутрь туда, чтобы птица не травмировалась. «Газпром Добыча Ямбург», компания, осуществляющая разработку месторождения, с большим энтузиазмом поддержала идею помочь кречетам и организовала изготовление гнезд, заложив таким образом начало большого проекта по развитию сети искусственных гнезд для кречета на ямбургском месторождении. В случае успеха эти бочки могут стать первыми искусственными гнездами кречета, расположенными на действующих антропогенных объектах.
а местные газопроводы и мосты будут помимо своих основных функций выполнять еще и природоохранные, поддерживая стабильность этой уникальной популяции сокола, привыкающей жить рядом с человеком. Суровая красота этих мест, сначала такая чужая и холодная, теперь за многие годы знакомства с ней при каждом возвращении вызывает теплые чувства и радость от новой встречи. А обитатели тундры, когда-то знакомые только по книгам о природе далекого севера, теперь являются чем-то естественным и неизменным в наших путешествиях. Потому каждый раз, приближаясь к гнезду кречета или многолетнему обрыву Сапсана, мы надеемся услышать знакомые крики или увидеть безошибочно узнаваемые силуэты. Ведь пока они из года в год возвращаются в родные места, ямбурская тундра остается собой, полной разнообразной жизни. И несмотря на современные изменения климата и окружения, птицы продолжают здесь жить и размножаться, оставляя нам возможность наблюдать их красоту и внимательно следить за их благополучием. Nari